Людей преследуют самые разные мечты и мысли, но существует идея, которая живет в сознании каждого из нас. Ее вполне можно назвать фундаментальной, экзистенциальной мечтой человека. Эта идея — мысль о возможности личного бессмертия, и будоражит она фантазию многих умов уже тысячи лет. С тех пор, как человек осознал себя конечным и смертным существом, его не покидает мечта обрести вечность и стать бессмертным, как боги. Ученые и псевдоученые самых разных направлений, от анонимных алхимиков древности до известных научных гениев современности, не обходят эту тему стороной. Давайте рассмотрим 4 научные технологии в реализации идеи вечной жизни, а также дадим ответ на сложный вопрос. Есть ли смысл в том, чтобы стать бессмертным? Рождаясь, мы обречены на смерть. Таково свойство всего живущего, в отличие от воды и камня, воздуха и почвы, солнца и звезд на небосклоне. Всему живому, человеку и лошади, льву и слону, уготована общая участь — умереть. И как долго ни длилась бы наша жизнь, исход у нее, к сожалению или к счастью, всегда один, а мы неудачники, ибо все когда-то умрем. Вот почему идеи бессмертия, вечной молодости и здорового долголетия продолжают сохранять свою актуальность. Цифровое бессмертие. Самым известным на сегодня способом обретения бессмертия является высокотехнологический способ бальзамирования сознания, что предлагает компания Nectomy из США, которая пытается загрузить разум клиента в компьютер. Реклама обещает изготовить резервную копию разума человека. Проблема данной технологии прежде всего в механизме воссоздания личности из сохраненных электронных данных, ибо, чтобы этого достичь, необходим абсолютный доступ в коннектом ко всем электрическим проводам внутри мозга. А сделать это невозможно, ибо в мозге человека почти 100 миллиардов нейронов и еще в 10 тысяч раз больше соединений между ними. Чтобы отыскать все нейронные пути и оформить в единое целое коннектом человека, могут уйти, если не столетия научных поисков, то десятилетия уж точно. И хотя известный футуролог Йен Пирсон заявил, что электронное бессмертие будет доступно людям уже к 2050 году, Массачусетский институт технологий не разделяет его оптимизм. Но Пирсон упорствует, объясняя, что для этого необходимо. Если вы накопили достаточно денег и хорошо подготовились, вы подключаетесь к андроиду, в теле которого будете находиться, присутствуете на похоронах, а затем продолжаете жить как прежде, оставаясь собой, только с более молодым и усовершенствованным телом. Мозг в морозилке. Замораживание человека с целью воскресить его при необходимости в необозримом будущем, когда медицина будет обеспечивать реальную вечность, достаточно распространенная технология бессмертия на потребительском рынке. Компания из Аризоны Alcor Life Extension Foundation заморозила уже 200 клиентов по состоянию на начало 2023 года. И, по словам ее директора Макса Мора, не собирается на этом останавливаться. Тем более, что спрос на такие услуги не падает, несмотря на весьма сомнительную репутацию этой технологии с научной точки зрения. Большинство людей, которые прибегают к заморозке мозга, обеспечивают путь бессмертия не себе, а тем, кого очень любят, и кого мечтают вернуть когда-то к жизни. Так, самым молодым клиентом компании Alcor является двухлетняя девочка, родители которой так любили ее, что пожелали заморозить, воспользовавшись предложением на этом рынке услуг. Обычно клиентами, жаждущими бессмертия по данной методике, являются обеспеченные и эксцентричные люди. Несмотря на то, что никаких объективных намеков на реальность вечности в технологии замораживания нет, а моральный аспект такого рода бизнеса немного с душком. У компаний, занимающихся предоставлением подобных услуг, имеется устойчивый спрос. А спрос, как мы знаем, рождает предложение. Даже Хэл Финни, один из разработчиков биткоина, воспользовался данной технологией и решил заморозить свое тело, умирая в 2014 году от неизлечимого заболевания — бокового амиотрофического склероза, и планируя вернуться к жизни, когда эту болезнь научатся лечить. Принцип аксолотля,
Еще одну возможность помечтать о бессмертии подарили нам личинки амфибий амбистома с красивым именем аксолотль. Дело в том, что эти живые существа обладают необыкновенной способностью к регенерации тканей и различных частей своего тела, таких как спинной мозг и конечности. Кроме того, аксолотли могут находиться в детском возрасте почти бесконечно, что делает их биологически бессмертными. И пусть аксолотль и не вечен в традиционном смысле, но исследование этого эволюционного чуда принесло целую отрасль в медицину регенерации тканей и в научные изыскания касательно омоложения организма человека. Майкл Левин, директор Центра регенеративной медицины, профессор университета Тафтса в Бостоне, работающий в данном направлении, отметил: полный контроль регенерации стал бы решением для большинства задач в области биомедицины. Более того, он будет иметь огромное влияние на экономику. Мы сталкиваемся с неумолимой спиралью лечения, продлевающего последние годы жизни, и оно обходится все дороже. Каждый новый шаг вперед латает тонущий корабль стареющего тела, и следующий шаг для его поддержания становится еще более затратным. Регенерация может разорвать этот порочный круг, обеспечив рост здоровых органов на протяжении всей жизни. Воскрешение мозга, фильмы ужасов с бессмертием злодеев или мультфильмы о головах чудищ, которые вырастают на отрубленных шеях, способны испугать нас не на шутку. Технология, которую использует и развивает в своих исследованиях команда ученых из Йельского университета США, подобна фантастике, ибо разрывает грань между смертью и жизнью, возвращая жизнь тому, кто уже умер. Однажды ученым удалось восстановить кровообращение в мозге свиньи, умершей 4 часа назад, при помощи искусственной крови, которую насытили кислородом. Нейробиолог Нинат Систан, руководитель данного проекта, предположил, что в будущем, возможно, удастся поддерживать жизнь мозга человека при помощи этой технологии неограниченное время и тем самым гарантировать бессмертие человеческого сознания, хоть это и делает маловероятным сохранение самой личности умершего при последующем воскрешении его мозга. Во всяком случае, этот способ достижения бессмертия ничем не хуже всех ранее перечисленных, и если предположить, что человеческое бессмертие достижимо, то надо подумать о том, каким последствиям в мире может привести наше вмешательство в божественный замысел. Желание продолжать существовать вечно может быть оправдано страхом смерти, но совсем не соответствует этической и философской установкам на человеческую жизнь. Некогда по случайности мы родились и заняли место людей, что жили раньше нас, и было бы несправедливым не освободить планету для будущих поколений. Отсутствие смерти лишило бы наших правнуков и праправнуков возможности появиться на свет, а это недопустимо. Кроме того, следует помнить, что смерть — это не антитеза жизни, а ее составляющая часть. Мы должны быть смертны, чтобы ощущать невероятную радость от пребывания в мире, ибо счастье в жизни невозможно без глубокого понимания мимолетности нашего бытия. Если вам понравился наш рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие истории. Пишите свое мнение в комментариях и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе наших видео. Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках.